Привет, друзья! Мы продолжаем строить небольшой бюджетный дом из газобетона, и в этой части подробно покажем монтаж гипсокартона прямо по деревянным конструкциям. Всем приятного просмотра! В основном в нашем регионе гипсокартонные листы монтируют по металлическому каркасу, который изготавливают из тонкостенных специальных профилей. Стоимость металлического каркаса в гипсокартонной системе достаточно высока, и многие задаются логическим вопросом: почему бы не прикрутить гипсокартонные листы прямо по деревянным балкам междуэтажного или кровельного перекрытия? Ведь подобная практика монтажа гипсокартона по деревянному каркасу уже давно известна в тех же каркасных домах. Для моих родителей, которым мы помогаем строить этот дом, этот вопрос был особенно актуален, так как оба перекрытия в их новом доме деревянные, а небольшой бюджет для строительства не позволяет упустить любую возможность сэкономить. С подобным вопросом я уже сталкивался раньше при строительстве собственного дома, который для уменьшения счетов за отопление мы с супругой решили сделать каркасным. Каркас для дома мы изготавливали по классической платформенной технологии, и на тот момент тоже были ограничены в бюджете, поэтому обшивали дом изнутри листами гипсокартона по той же платформенной технологии, прямо по деревянным стойкам каркаса и горизонтальным балкам перекрытия. Поэтому некий опыт в этом вопросе у нас уже имеется. Началом работ стал завоз материалов. Живем мы от стройки на удалении в 50 километров, поэтому всегда стараемся грузиться по полной. И заезжаем на стройку примерно на 3-4 дня. В этом городе у нас уже есть некое подобие жилья. Это кемпер, припаркованный возле реки в яхт-клубе. В нем мы и отдыхаем во время вот таких строительных уикендов. Прикручивать гипсокартон к каркасу мы будем с помощью 32 мм саморезов по дереву. А для их прикручивания будем использовать специальную биту для гипсокартона. Она имеет отбивочную шайбу, которая позволяет идеально закрутить саморез в гипсокартон. При этом головка самореза будет втоплена на нужную глубину и исключается возможность продавить гипсокартон. То есть с ее помощью можно крутить гипсокартон любым шуруповертом и даже дрелью без трещотки. Хотя коробка этого дома сделана из газобетона, делать газобетонные перегородки на деревянном перекрытии было нелогичным. А также перегородки у нас жестко перевязываются с перекрытиями, работая как силовой конструкционный элемент. Поэтому их каркас опять же было логичнее сделать из деревянного бруса. На первом этаже перегородок очень мало, поэтому и их решено было сделать каркасными из дерева. На всех деревянных конструкциях, которые будут обшиваться в последующем гипсокартоном, мы заранее сделали из бруска и реек все необходимые упоры и четвертя по периметрах. Монтировать листы гипсокартона мы начнем с потолка на втором этаже. Ровность балок мы проверили с помощью правила. Заполнили промежутки в каркасе минватой толщиной в 200 мм. И закрыли каркас пароизоляцией. Для удобства монтажа над лестничным проемом сделали простые леса. Монтировать гипсокартон на потолок не самая легкая задача, поэтому для облегчения этой работы мы сделали несложное приспособление в виде двух подпорок наподобие швабр. Одна из подпорок имеет подвижную горизонталь, которая позволит ей легко позиционироваться в любом положении. Вырезая нужную выкройку из гипсокартона, мы поднимали ее через лестничный проем и прикручивали к потолку. Подпорки в виде швабры здесь работали как хороший помощник. Прижав ими лист гипсокартона, его можно уже не держа спокойно прикручивать саморезами. С помощью этой чудесной приблуды можно также крутить гипсокартон к потолку даже самостоятельно. Для этого жесткую швабру устанавливаем возле стены, выдерживая зазор к потолку около 2 см. Вторую швабру размещаем поблизости в доступности протянутой руки. Гипсокартонный лист одной кромкой вставляем в щель между первой шваброй. По сути, одна сторона у нас уже частично зафиксирована, ну а после подпираем лист второй шваброй. При этом лист гипсокартона у нас остается еще немного подвижным, и его можно точно спозиционировать. И финально заклиниваем обе швабры, плотно прижимая лист гипсокартона к потолку. Но так как случай наградил меня наличием супруги под рукой, грех не воспользоваться таким подарком судьбы.
Устанавливая кровельные балки перекрытия, мы старались выдержать шаг между ними для последующего продольного монтажа на них гипсокартона. Но с размерами немного промахнулись, поэтому гипсокартонные листы пришлось монтировать перпендикулярно балкам. А для того, чтобы соединять листы гипсокартона между балками, сделали вставки из фанеры толщиной в 4 мм. Такая вставка из фанеры легко вставляется в промежутки между балками даже с установленной пароизоляцией и неплохо фиксирует листы между собой. Выступающую пароизоляцию обрезаем вровень с гипсокартоном. Отверстия под потолочные врезные светильники высверливали с помощью коронки по дереву. Для зашивки потолка мы использовали обычный стеновой гипсокартон с толщиной в 12,5 мм. Во-первых, он крепче от потолочного гипсокартона, который имеет толщину 9 мм, и наш шаг между балок в 60 см почти оптимально ему подходит. А во-вторых, весь гипсокартон для дома имеет толщину 12,5 мм. Поэтому весь гипсокартон для обшивки взаимозаменяемый, и так получится достичь минимального отхода. При весе листа гипсокартона примерно в 30 кг и его монтаже на потолок вдвоем особых трудностей мы не испытывали. Тем более, что большинство листов немного подрезались. Режется гипсокартон достаточно легко. Почти все для его резки используют строительный нож с выдвижным лезвием. Я советую поискать более редкий вариант такого ножа с более прочным лезвием с шириной 25 мм. У меня был случай, когда 19-мм лезвие стандартного ножа, идущее по направляющей линейке, при вот таком вот резе обломалось. А остаточное напряжение в руке провело обломок ножа по пальцам второй держащей руки. Два прорезанных пальца вряд ли придадут удовольствие от работы. После прорезания картона с одной стороны гипсокартон легко ломается. Завершает этот раскрой прорезание картона с другой стороны. Для стыковки гипсокартона резаной стороной на ней нужно сделать скос примерно в 45 градусов. Для этих целей даже есть специальный рубанок. Но он делает задиры на верхнем слое гипсокартона, которые точно будут выпирать под армирующей лентой-серпянкой. Их приходилось убирать ножом. Приноровившись, значительно проще весь скос обрезать тем же строительным ножом. Так получалось значительно меньше пыли, и процедура проходила быстрее и легче. Здесь также удобнее использовать нож с шириной лезвия в 25 мм. Потолок и перегородки в санузлах и на кухне мы обшивали влагостойким гипсокартоном. Картон в таком листе пропитан особым составом, уменьшающим возможность гипсокартону впитывать влагу. При перепадах влажности в помещениях такой гипсокартон остается более сухим и не расширяется при намокании и высыхании, что в будущем убирает возможность появления трещин на поверхности финишной шпаклевки на стыках между листами. В принципе, для перестраховки от появления трещин на стыках гипсокартона можно и весь гипсокартон в доме использовать влагостойкий, хотя это и выйдет немного дороже. Перед монтажом гипсокартона мы заранее высверливали отверстия под сантехнические выходы и врезали под розетные коробки. Если выкройка гипсокартона стартовала из угла комнаты, то мы отрезали от нее заводской скошенный край, чтобы в углу комнаты не было завала гипсокартона, который бы в последующем пришлось равнять шпаклевкой. Отопительная инсталляция была уже готова и прикручена к каркасу стены, поэтому сейчас мы ее откручиваем и вставляем сбоку гипсокартонный лист. Под отопительной инсталляцией мы врезаем подрозетник. К этой розетке в последующем будет подключаться циркуляционный насос отопления.
Обшивая гипсокартоном кухню, мы выработали почти весь гипсокартон от первого завоза и во второй раз довезли оставшиеся листы. В сумме для обшивки перегородок и потолков для дома с общей площадью 60 квадратных метров мы закупили 52 листа стенового гипсокартона, из которых 12 листов были влагостойкими. Перед обшивкой гипсокартоном перегородок я утопил все шляпки гвоздей глубоко в древесину, чтобы они не мешали мне выровнять кромку брусов с помощью электрорубанка. Прикладывая длинные правила к стойкам, выявлял выступающие неровности и помечал их карандашом, а потом равнял их с помощью электрорубанка. Дерево для этого дома было куплено свежепиленным. Пару летних месяцев оно сохло переложенной рейкой. Ну а после монтажа больше года досыхало уже в каркасе. Большая часть деформаций при высыхании у этого бруса скорее всего уже прошла. И мы ожидаем, что даже при включении отопления этот брус сильно не покоробится. Но если что-то подобное проявится на поверхности стен, мы обязательно покажем. По сравнению с потолком, прикручивать гипсокартон к стенам было в разы легче и быстрее. В этом месте на стене у родителей будет висеть телевизор, поэтому здесь мы решили заранее заложить усилитель под его крепление, в качестве которого выступит кусок фанеры толщиной в 10 мм, который мы прикрутим к задней стороне гипсокартона. Теперь любой саморез, вкрученный в эту зону, будет надежно зафиксирован. Потолочные балки на первом этаже мы также подровняли с помощью электрорубанка. При их монтаже шаг между ними мы выставили более точно, поэтому здесь получилось крепить гипсокартон вдоль балок. Если платить за монтаж гипсокартона на потолок, его шпаклевку и покраску, то натяжные потолки будут более дешевым и быстрым вариантом. Но для единичного самостоятельного изготовления натяжных потолков затраченная цена на оборудование для их изготовления будет неоправданной. Криволинейную подрезку гипсокартона можно выполнять с помощью обычной ножовки по дереву. Финалом работ по потолку стал выброс Т-образных подпорок. Они отлично сыграли свою положительную роль. Пока я заканчивал монтаж гипсокартона, супруга уже начала подготовку к шпаклевочным работам, а именно пропитывала все стыки грунтом глубокого проникновения. О шпаклевочных и малярных работах будет отдельное видео, и чтобы его не пропустить, ты можешь подписаться на наш канал.
При зашивке лестницы гипсокартоном под ней у нас получается небольшое пространство, в котором мы организуем дополнительный маленький санузел, состоящий из унитаза и умывальника. Затраченная стоимость на гипсокартон, а также суммарные затраты на весь дом будут озвучены уже в следующем видео о малярных работах, и мы надеемся, вы его посмотрите. Друзья, спасибо всем за помощь в развитии канала, за то, что делитесь нашими видео и пишите приятные комментарии. Ваша поддержка для нас очень важна, она позволяет нам развиваться творчески и делать все более интересные видео.